Правда ли, что йога способна пробудить глубинную энергию, которую называют кундалини? Это самый безумный вопрос. Может ли практика йоги, какой она бывает в Европе и Америке, помочь осуществить духовное пробуждение? Правда ли, что йога пробуждает более глубокую энергию, которая называется кундалини? Могу я прочитать еще раз? В этом нет необходимости, верно? От возвышенного к смешному. Так называемая йога, которая есть в Западной и части Восточной Индии, была изобретена примерно в 17-18 веках. Эти упражнения позволяют получить не только хорошее, здоровое тело, через силу, понимаете, дисциплину, контроль, но и чтобы пробудить так называемую высшую энергию. 17-18 век. Эта йога называется раджа-йогой, королевской йогой, чтобы вести высоконравственную жизнь. Не нравственную в зависимости от обстоятельств или культуры, но истинную, этическую, деятельную жизнь, не причиняя боль, без алкоголя, не накачивая себя наркотиками, правильно спать, правильно питаться, ясно мыслить, поступать нравственно, правильно. Я не буду вдаваться во все это, то, что правильно и неправильно. Насколько я понимаю, они никогда не упоминали об этом. После общения со многими учениками, они никогда не упоминали об упражнениях. Они говорят, что тренируются обычно, ходят, плавают и все такое. Но их акцент был сделан на очень нравственной жизни. Ум, который активен, и современная йога, значение слова, которое вы все знаете, вы, вероятно, знаете. Я тоже разговаривал с учениками, и они говорят, это не совсем то, что должно быть. Значение слова «йога» — это единение. Единение высшего с низшим или низшего с высшим. Вы понимаете? И современная йога. Я не знаю, почему я говорю обо всей этой чепухе. Я не знаю, почему они называют это йогой. Это следует называть просто зарядкой. Но вам бы это не понравилось. Вы должны платить деньги, чтобы изучать йогу, дышать и все такое. Вы можете заниматься йогой, упражнениями разного рода. Ваш покорный слуга делал некоторые из них в течение многих лет. Меня учили эксперты.
К счастью, они не усердствовали, потому что они также думали, что я эксперт. Простите. Я не эксперт. И поэтому они вскоре бросили меня. Или я их бросил, неважно. Господа, вы можете заниматься этим видом йоги, этими упражнениями всю свою жизнь, но вы не получите этим духовное озарение, как и пробуждение высших энергий в ваше бытие. Вы знаете, на Востоке для этого есть слово, называемое кундалини. Некоторые из вас, вероятно, читали или слышали об этом слове. Но большинство людей, судя по моему опыту, которые очень глубоко вникли в этот вопрос, они всегда цитируют кого-то другого. Вернемся к первоначальному шутнику. Извините. И ни один из них, пожалуйста, поверьте мне, никто из них не пробудил эту штуку. Они говорят об этом. Они испытывают определенные переживания, которые они именуют этим названием. Я обсуждал с ними, и это очень серьезно. И то, о чем они говорят, это определенный способ увеличения энергии, чтобы распространять эту глупость. Я серьезно. Употребляя правильную пищу, правильное дыхание и так далее, так далее, так далее. Естественно, у вас станет больше энергии. И это дает вам чувство превосходства. Вы просветленные и так далее. Но есть и другая форма. Я не буду вдаваться в подробности, хоть вы все и ждете, я не касаюсь этого. Это может произойти только тогда, когда «я» не существует. Тогда есть совершенно другой вид энергии, чтобы сохранить ум свежим, молодым, живым. И это может произойти только тогда, когда абсолютно нет никакого чувства собственного «я». Верно? Очевидно. Потому что «я», мой центр, находится в постоянном конфликте. Верно? Желая, не желая, создавая двойственности, противоречивые желания. Это постоянная борьба. Это происходит. Пока эта борьба продолжается, очевидно, что происходит потеря энергии. Когда этой борьбы нет, приходит совершенно другой вид энергии. Верно? Есть история одного человека, философа или патриарха, который был известным учителем. И пришел к нему как-то ученик. Он говорит: «Учитель, научи меня медитировать».
Так что он сел в правильном положении, ну, знаете, закрыл глаза и начал дышать очень глубоко, пытаясь поймать высший сигнал, вибрации и все остальное. Итак, мастер берет 2 куска камня и трет их, продолжая тереть. А ученик открывает глаза и говорит: «Господин, что вы делаете?» А он говорит: «Я пытаюсь сделать из этих камней зеркало, чтобы я смог посмотреть на себя». А ученик отвечает: «Учитель, вы никогда не сможете этого сделать». Он говорит: «Точно так же, мой друг, ты можешь так сидеть и дышать вечно, но ты никогда, понимаете,